Так, начинаем мы с каркаса. То есть я сделала каркас, соединила их уголками, покрасила и, в принципе, готово. Единственное, я сделала еще такие вот небольшие зазорчики, это как на ножке. Я потом их обмотаю трубочкой. Вот. Ну, как немножко облагородить. Вот, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы будем делать разметку. Разметку я себе уже сделала по 2,5 сантиметра. То есть я брала, сейчас покажу, линеечку, да. Сначала я измерила приблизительно, у меня 35 сантиметров внутренняя часть. И приблизительно прикинула, насколько можно поделить, да, чтобы не сильно широко было, ну и так адекватно, более или менее было, стойки стояли. Вот. Поэтому мне получилось, я взяла 2,5 сантиметра, сделала себе, наметила. Вот. И сейчас сюда буду крепить трубочки. Буду крепить на степлер. Что по поводу еще каркаса? Когда собирала каркас, я старалась сделать так, чтобы у меня вот здесь вот все было ровненько, то есть по внешней стороне. И, естественно, крепить я сейчас буду тоже степлером и покажу как. Значит, беру вот две трубочки. Вот эту вот полую часть у трубочек я их немножко срежу. Вот. И каким образом? Вот так зажимаю, перегибаю. То есть креплю вот к тому месту, где у меня вот намечено, где будет стоечка. И как я поступаю? Я вот трубочки не ставлю к середине, чтобы у меня не было западания со стойкой, вот, с деревянной, да. Прошу прощения, еще не выздоровела. Вот, я чуть-чуть ближе к себе, но на расстоянии каком? Так что, когда я буду оплетать, моя трубочка легла вровень с каркасом. Вот так. То есть приблизительно миллиметров 5. Ну, у каждого толщина трубочек разная, поэтому тут нужно ориентироваться на столько, сколько у вас будет, какая у вас толщина трубочек. Вот, вот так вот. Вот. И беру степлер строительный. Не знаю, какие, конечно, здесь скобы стоят сейчас. И вот так вот прижимая хорошо, вот так вот я пристреливаю. Вот. И вот у меня две стоечки готово. Можно еще сделать как? Вам для уверенности, что все будет хорошо, что нигде ничего не выскочит. Можно кончики и не обрезать, это уже на ваше усмотрение. Вот, как поступаю? Я беру, ну, опять же таки, это одно из. Мажу клея немножко. Ставлю на то место, где у меня будет трубочки, где у меня стойки. Вот. Беру степлер. Вот так подставляю, прижимая. И вот так делаю. Щелкаю их. Вот так. И вот так вот по всему кругу я сейчас креплю. Первое, это что мы делаем? Это мы крепим наши стоечки. То, что здесь у меня скоба немножко неправильно легла, это не есть проблема. Мы дальше будем делать обмотку вот этой вот нашей части. Если видите, дна у меня здесь нет. Дно у меня будет внутреннее. Поэтому я позже покажу, как будет выглядеть само дно. Понятное дело, что сейчас нужно основную часть сделать. Вот. И вот так вот до самого конца мы будем проходить с вами. Вот. Вот таким образом. Но можно еще сделать по-другому. Как? Я бы, конечно, рекомендовала, если вы обратили внимание, у меня скрутка наверху. Но можно еще делать немножко по-другому. Если, опять же таки, тоже посмотреть... Ой, прошу прощения. У меня вот не хватает длины. То есть до конца, до верхней перекладины. Поэтому мы дальше, получается, должны будем нарастить трубочки. И
для того, чтобы это было удобно, как мы поступаем? Я беру вот так вот. Там, где наша скрутка, я ее подставляю вот сюда. Нет, вот. Вот так. И пробиваю вот так, фиксирую. И вот так вот буду делать до конца. То есть делайте лучше так, чтобы ваша скрутка была прикреплена к стойке. То есть, ну, эти у меня уже есть, ничего страшного. Ну, будем дальше, здесь я немножко по-другому наращу, ну, это такое. Вот, а здесь поверху, вот здесь вот, можно будет трубочку просто обрезать, и вот этой длины мне будет вполне достаточно. Поэтому я сейчас все прикреплю и покажу, как делать обмотку и что делаем дальше. Так, ну что, сделала, значит, прикрепила я наши стойки. И теперь следующее, что мы делаем, это делаем обмотку. То есть я хочу обмотать полностью. И как я поступаю? Значит, просто вот так вот начинаю где-то от середины. И по кругу начинаю обматывать. Можно даже не так, наверное, лучше вот в эту сторону. Вот так вот хвостик зацепить, поставить. И вот так вот цепляем хвостик. И по кругу вот так обматываем. Вот. Так. Вот. Теперь у меня здесь есть метки, и мне нужно по этим меткам, понятное дело, что наши стойки в любом случае не совсем ровно будут стоять относительно меток. Как я поступаю? То есть я смотрю на вот эту метку, где у меня ну, отмечено, да, вот у меня вот здесь должна быть трубочка стоять, вот она, вот тут. Вот. И я между трубочками провожу раз, вот так. И здесь будет следующий виток ляжет. Но наращивание у нас должно быть. Наращиваем мы будем делать внутри нашего короба, я так сказала. Сейчас я капну клея. Так, здесь, конечно, чуть-чуть неудобно из-за того, что приходится руками держать хвостик. Так, сейчас я здесь наращу. Первые витки чуть неудобно, не зафиксировано ничего. Ну, это ерунда. Сейчас мы сделаем так. И дальше. Так. Вот так вот обматываем полностью по кругу. Вот так. Вот так. Как раз можно здесь сейчас нарастить, чтобы легло назад. То есть оно будет в середине изнутри короба. Я так сказала. Так. Есть. И дальше. Вот так. Аккуратненько. Так. Мы делаем обмотку. Так, сразу смотрим, где у нас метка. Вот у меня меточка. Сейчас покажу. Вот у меня метка. Вот здесь у меня должны стать стоячки. Значит, сейчас я еще один виточек делаю. Вот так. Теперь вот так. Вот.
И вот так по кругу мы будем оплетать. И сейчас покажу, что мы делаем с углом. Сейчас я дойду до вот угла нашего и покажу, как тут. Так, подошла я к углу. Теперь, значит, смотрите, что здесь можно делать. Варианта 2, как вот эту вот часть. Потому что если мы сейчас будем вот крутить дальше, да, то вот сюда у нас не будет, то есть, чем закрыть. Я как, значит, придумала. Можно сделать вот так. То есть прикрепить, да, там приклеить. Но вот эти тогда штучки, то есть вот эти кусочки, да, они не будут сильно... Ну, можно приклеить, в принципе. По идее, оно будет держаться. Но для уверенности что я делаю? Я вот обрезала, намерила вот так. Вот, чтобы кусочек сюда зашел. Вот. И мне хватило на соседнюю сторону вот кусочка. Вот так. То есть, чтобы чуть-чуть зашел вот на этот бок. Но начинаю я снизу. Вот так вот. Подставляю вот такие небольшие кусочки. Здесь прокручу. Здесь, наверное, наращу сейчас, потому что трубочки не хватит. Вот так. Подлиннее, чтобы было. Так. Есть. Вот сейчас здесь возьму, прокручу вот так вот. Вот сюда. Вот. И как делаю? Вот сюда кусочек. Вот сюда кусочек. Вот. Вот так. Можно это наклей. Ну, я здесь не переживаю, что у меня там где-то что-то выпрыгнет. Вот, ровненько поставили. И когда у нас это все закроется, это будет вот так выглядеть угол. Понятное дело, что здесь немножко, конечно, рисунок будет сбиваться. Но я считаю, что это ничего страшного. Это прям не режет глаз. Какую-то такую красивость добавит. Вот так. Вот. И здесь, по сути, все. Здесь нужно будет вот этот наш хвостик. Можно снизу его... Ой. Сейчас мы положим вот так. Да, и можно сделать вот как. Сейчас я вам покажу. Можно этот хвостик спрятать. Вот так обрежу. Сейчас мы вот так отодвинем чуть-чуть. Так, можно чуть-чуть даже, наверное, больше. И срез мы сделаем в серединку. Вот так. Вот. Вот туда. Капну клея. Вот так. Вот. И вот туда мы сейчас это дело спрячем. Наш хвостик. Вот так. Вот туда затолкаем. Так. И вот так вот у нас спряталось. Вот. Все. Здесь, конечно, я не прокрашивала. Здесь у меня будут такие накладки, ножки, чтобы не тер пол. Все. Кусочек у нас готов. Дальше. Переходим на эту сторону. Вот видите наши кончики. Теперь мы будем их захватывать с этой стороны. Вот так. И вот такой вот у нас будет уголок. Здесь хорошо поподтягивать все. Вот. И сейчас мы с этой стороны с вами закрепим. Так. Теперь с этим разбираемся. Можно здесь сделать вот так. Мы промажем клеем чуть-чуть, чтобы оно хорошо здесь держалось. Можно, в принципе, и без клея, но будем так говорить для уверенности. Вот так. Вот. Чуть-чуть спустим. Одну. Клей высохнет и будет бесцветным.
если новички будут смотреть, то чтобы понимали. Все, аккуратно вот так угол хорошо сделать. И теперь начинаем оплетать. Ну, где-то вот так вот заложить, чтобы хвостик там в серединке был. Вот туда. Вот. И теперь аккуратно вот так. Можно их степлером также прикрепить. Вот. Мы этот хвостик тут прикрепим. Вот чуть-чуть вот в эту сторону его повернуть, чтобы можно было трубочкой его захватить. Вот. Вот так. И выводим на эту сторону. Этот, если даже здесь будет какой-то там нахлест, можно его делать к серединке. Здесь все равно будет прятаться все, поэтому не проблема. Все, обматываем дальше. Вот так. Вот так. Вот такой вот у нас уголочек получается. Здесь с этим уголком я тоже дальше обмотаю трубочкой, чтобы было уже одинаково. Тоже по кругу вот так. И вот так вот мы по кругу, здесь с этой стороны точно так же будем подставлять наши кусочки, обматывать. И вот так вот по кругу продолжаем дальше. Все, я сейчас по кругу обмотаю, подойду вот сюда вот к началу и покажу, что мы плетем дальше. Так, подхожу к концу. Вот как раз ложится. И вот сейчас вот сюда мы спрячем наш хвостик. Наверное, длинный слишком, можно чуть-чуть. Вот так. И прям под виточки мы сейчас вот сюда вот так затолкаем. Можно, конечно, ПВА взять. Наверное, это было бы более... Срезом, конечно, вниз надо было. Ну ладно, я уже сделала так, как сделала. Потом подкрашу. Все. Пускай сохнет. Вот и все. Так, готово. Оплела. Теперь, значит, креплю вот так вот резиночку. Сначала вытащить все сюда стоечки. Вот. Сейчас объясню, почему. Сейчас их выну. Для того, чтобы трубочки был упор. Так как у нас здесь каркас, формы нет. И трубочки все у нас... Нам нужно на что-то хоть немножко опираться, да? У нас будет резинка. Таким вот своего рода стопором. Так. Вот так. Постепенно мы будем поднимать потом резиночку эту. Вот. То есть с этой стороны. Вот. Вот так. Все. Вот так вот. У нас обмотка. Все. Вроде все везде вынула. Теперь, значит, что мы делаем? Теперь я хочу проплести веревочку из 3 трубочек, 2 рядочка. Можно начинать либо сбоку, либо, допустим, сзади. Я начинаю сзади. Вот так вот. Просто завожу. 1, 2 и 3. Вот веревочку из 3 трубочек. Так. Почему я не вывожу наперед, как обычно? У меня будет внутренняя крышка, то есть дно будет садиться вот здесь вот. И как раз донышко, оно прижмет вот эти вот наши хвостики. Поэтому даже на них можно не обращать внимания. Все, начинаем потихоньку оплетать. Параллельно выравнивать наши стойки, делать их ровненькими. Так как мы здесь сделали обмотку между стойками, мы еще
вместе стоечки так вот соединяем как бы. Вот. Здесь за счет резинки немножко будет неудобно проплетать на веревочку из 3, ну ничего. Мы вот так вот протолкнем ее. Вот так. И как раз веревочка из 3 нам сделает чуть-чуть вот такой вот как бы подъем, да, спрячет трубочки. Так, теперь здесь надо будет наращивать. Да, сейчас посмотрим. Да, нам не хватит. И мы здесь сейчас нарастим сразу. Так. Вот. Все выравниваем. Ровненько. Так. Теперь также здесь нарастить. Так. Вот. И наращиваем эту. Здесь чуть-чуть надо приподнять вот так вот, чтобы оно плотненько, ровненько все легло. Так, летим дальше. Резинку, в принципе, дальше можно будет снять. Главное, что просто вот сейчас удержать наши стоечки. Так, теперь сюда. Вот так. Так. Теперь вот это у нас трубочка. Все. Здесь нужно будет сейчас наращивать. Сейчас наращу. Так, плетем дальше. То есть и вот так вот по кругу мы проплетаем веревочку из 3. Я делаю так 2 рядочка. При этом вот так вот стараюсь стоечки соединять вместе. Так, я сейчас проплету 2 ряда, включусь и покажу, что делаем дальше. Так, проплела 2 рядочка, а теперь, значит, у меня четное количество стоек. Дальше мне нужно будет плести ситцем. И 1 трубочка, естественно, мне не нужна. Каким образом? Прячу, как обычно я в своих видео показываю. Срезаю трубочку, прячу вот в серединку. И вот так. Все. И дальше начинаю плести уже ситцем. Вы же, опять же таки, у каждого рисунок может быть свой. Что вы дальше будете плести, вы смотрите по своему, естественно, варианту. У меня будет как? У меня, я сейчас проплету где-то около 8 сантиметров ситцем. Вот. И начну плести рисунок основной. Плетем ситец. Так, и тут 2 варианта. Либо мы оставляем также и просто плетем ситец, как обычно, но у нас тогда будут здесь зазоры. А я хочу, чтобы вот эти ножки, они были оплетены. И каким образом буду поступать? Вот трубочка, которая у меня зашла на низ, вернее, за стойку, да, я ее оверну. Вот так. Вот. А верхнюю просто вот так вот заведу, да, плету дальше. То есть я сейчас буду чередовать ряды. Один ряд я буду обворачивать, а другой ряд я не буду обворачивать. Для чего я это буду делать? Для того, чтобы вот эти витки не поднимали мне плетение на стойке. Вот сейчас мы проплетем с вами
первый ряд. Вот. Так, видите, вот уже видно, что пошел подъем. Здесь ниже, чем вот здесь. Вот как я говорила, что этот ряд я сейчас проплету, буду обворачивать стойки, а второй ряд я не буду. Так, эта стойка у меня, получается, пошла впереди стойки деревяшки этой, значит, я ее просто завожу. Вторая стойка. Вторая рабочая трубочка. Вот она зашла за деревяшку, да, и я ее вот так обворачиваю. И вывожу. И вот можно посмотреть, видите, трубочка сверху ушла вниз. И вот здесь подъем. И вот чтобы этого подъема не было, второй ряд я буду плести без поворота. И у нас будут такие вот интересные галочки получаться. Сейчас это все наглядно покажу. Так. И здесь теперь это у нас перед и вперед. Еще здесь наращу. Так, вот у нас трубочка пошла на угол, значит, я ее просто провожу и завожу дальше. Вот. А это идет за стойку. Значит, ее я поверну вот так. Вот так. Плотненько тут прижать, чтобы вот. Плету дальше. Так. Сейчас мы здесь нарастим. И вот у нас стоечка идет за деревянную часть. Мы ее поворачиваем. Вот так. Выводим. А это впереди. Вот, она идет впереди, поэтому я ее вот просто провожу наверх. Вот. И плету дальше. Так, вот мы подошли к началу. Вот у нас начало. Наращу. Так. Вот мы дошли до первых стоек, с которых начинали. Так. Вот, есть. Все, дальше. Вот мы подходим теперь к нашей боковой, да. Мы вот раньше завели в том рядочке и поворачивали. Здесь же мы так не будем. Мы просто завели, оставили. А это мы просто ровненько будем вести. Вот так. И вот эти вот наши витки, они будут скрывать. Здесь как раз нарастить. И вот такое вот чередование ряд такой, он будет нам выравнивать плетение. То есть выравнивать угол с основным плетением. Конечно, можете не заморачиваться таким образом. Это уже, конечно, на ваше усмотрение. Но я вот решила вот поступить вот так, чтобы полностью все было плетеное. Так, здесь сейчас наращу. Вот. Так.
здесь провожу. Видите, ряд выровнялся. Все равномерно. У нас будет единственное вот такие вот как галочки. Вот. Вот. Ну, я считаю, что это своего рода тоже интересная получается. Такая красота. Все, дальше этот ряд полностью плетется без поворота. В следующий ряд я уже буду, конечно, делать повороты. Вот так. И таким образом мы плетем. Ну, я в своем случае, естественно, это 8 сантиметров. У вас же размеры короба могут быть другие. И вы плетете уже так, как вам по размеру вам нужно. Вот так. И вот выравнивается наша стоечка, наше плетение на стойке вот этой вместе с основным. И вот так мы проплетаем до нужной высоты. Я проплету и включусь. Так, теперь проплетем веревочку из 3, то есть чтобы отсоединить наш основной рисунок. И здесь вернусь назад на расчет, здесь трубочку. Вот так. То есть мы проплетаем так, веревочку из 3. Так. Точно так же. Здесь все как обычно у нас. Вот так. Здесь сейчас наращу. Все, веревочку из 3 рядочек один проплету и включусь. Так. И теперь мне нужно оставить одну трубочку. Вот. Так вот. И спрячем хвостик. Вот так. Все. И теперь плету обычный ситец на лицевую сторону. То есть это у меня задняя часть короба. Мы плетем сейчас наперед. Вот там срезала. Так. Здесь я сделаю поворот. Так. Вот. Назад. Вот так. И переходим на лицевую сторону. То есть на то, где у нас будет лицо. Так. Вот здесь надо будет наращивать. Я наращу здесь. Вернусь. Так. Ну, здесь я сделаю поворот. Вот так. Так, теперь определяем, где у нас будет середина. Значит, отсчитываем
Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот у нас середина. Отметим. Вот так. И теперь плиту до середины. Так. Вот так. Здесь первый ряд у нас пройдет просто ситец. Вот. Так. Значит, этот ряд мы плетем просто ситцем. Так. Я сейчас проплету до конца и включусь. Проплела ряд. Теперь плету наперед. Это у меня задняя часть короба. Так. И сейчас у нас будет основной рисунок ромб. Так. Сейчас я... Так, проплела я, значит, передняя часть наша. Теперь у нас здесь должен быть ромб. И ромб тройным ситцем. Значит, как поступаю? Вот центр. Давайте я вам спущу вот так. Лучше будет видно, да? Вот так. Значит, вот здесь, то есть давайте так, изнанка и лицо, да? Вот с лица должно быть 3 трубочки. Значит, нижнюю трубочку, вот она, я веду до центра. И, то есть мне нужно, по идее, завести назад. Но у меня здесь, как я говорила, должно быть 3. Раз, два. И назад. Здесь мы плетем обычный ситец. Так, теперь берем следующую нашу трубочку. Здесь наращу. Так. Как я говорила, здесь должно быть 3. Раз, два и 3. Вот мы заводим. Вот 3, да? А здесь идет дальше ситец. То есть рисунок, грубо говоря, я бы сказала, интуитивный. То есть нужно смотреть, куда какую трубочку вы заводите. Все. Раз, два, 3. Теперь дальше мы будем раздвигать. То есть на расширение мы пойдем. Дальше у нас по 3 должно быть на этих двух стойках. Я сейчас круг проплету, вернусь сюда наперед и покажу, как дальше. Так, вот наш вперед. Значит, 3 штучки. Теперь по 3 на вот этих боковых нужно сделать. Берем нижнюю и ведем. И вот она у нас, значит, здесь должна лечь. Здесь должна лечь. Так, теперь у нас идет обычный ситец. То есть трубочка у нас ложится просто обычным ситцем. Так, сразу заведу вот здесь. Вот так. Чуть приподнять. Так. Вот так. Есть. Эту мы сделали. Теперь следующую ведем трубочку. Вот эту. Так. Вот у нас здесь от центра, здесь, да,
Вот по идее мы должны завести вот назад, но мы не заводим. Мы заводим за соседнюю, назад, назад. Вот. Вот так. И здесь еще по одной должно быть. Здесь мы заводим еще за одну. Вот так. И дальше просто ситец. То есть еще по одной нужно сюда вот будет добавить. Я сейчас проплету ряд. Снова вернусь на лицевую сторону. Покажу, как дальше. Так, вот наш вперед снова. Нам не хватает вот здесь вот по одной. Значит, вот так. Здесь мы сейчас нарастим. Так. 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 Просто ситец. Вот так. Есть. Теперь, значит, здесь есть. Теперь нам здесь по 3 нужно сделать. Берем следующую трубочку. А здесь, видите, просто получается провести одной трубочкой ситец. Вот. Угу. Здесь простой получился ряд, просто ситцем. Сейчас кружочек проплетаю, снова возвращаюсь. Так, подошли к центру. Теперь вот. Теперь нужно по тут раз, два и вот. Вот эти вот наши у нас должно быть по 3. Так, раз, два, вот она. Значит, мы делаем вот так. Так, здесь сейчас нарастим. Так, ориентир. Раз, два, 3. Вот. Раз, два, 3. И вот так. Перекинуть еще заодно. И вот сюда. Так, теперь следующую ведем. Так. Так. А это просто получилось ситцем. Вот. Раз. Раз. Ну, вот так. Так. Здесь просто вот ситец. Так. По 3 есть. Теперь 3 вот с этой стороны нужно сделать. Мы можем даже делать, чтобы нам легче было, передвигать вот так вот, оп, чтобы не считать сюда, оп, все, у нас будут ориентиры прищепки. Так, рядок проплетаю и возвращаюсь. Подошла к лицевой. Итак, теперь у нас должны быть вот здесь по 3. Так, значит, вот. Ага, вот видите, сразу легла трубочка. Просто ситцем, если мы проплетаем. Так. Так. И здесь просто ситец получился. Так, есть. Берем следующую. Значит, вот прищепки, значит, здесь 3. Так. И видите, если мы заведем назад, у нас 3 не получится. Тогда мы на одну назад и вот так вот проведем. Так. Вот. И сейчас мы вот так. Вот. Здесь еще на одну нужно завести, чтобы вывести на ситец. Одну за одну. Вот. Все, так, смотрим. По 2. Еще по одной нам нужно. 3, 3, 3. И здесь 3. Так, есть. Кружок проплетаю, возвращаюсь. Так, теперь снова наш вперед.
Значит, осталось нам еще по одной здесь. Так. Вот. Так, здесь 3 есть. Можно прищепку, в принципе, уже сдвинуть вот так. Вот. Так. Здесь 3 есть. Можно на одну сдвинуть прищепку. Вот так. Так. И так, 3 есть, 3 есть. И здесь у нас просто ситец. Так, есть. Или чуть приподнять, потому что прижала сильно. Вот. Теперь следующую ведем. Так. Вот. Здесь просто одна за одну. Так. Сейчас посмотрим, как у нас с этой стороны будет. Так. Да, здесь просто получается ситец. Вот и все. Так, значит, по одной здесь есть. И кружочек проплету сейчас. Так, снова наш перед. Значит, нам теперь нужно, чтобы здесь было 3. Возвращаемся. И ситец. Так. Вот наша прищепочка. И здесь просто пошел ситец. Так. Ага, здесь вот назад нужно завести. Есть. Так. Теперь эту. Так. Здесь по рисунку у нас ситец. Так. Все. Теперь, значит, смотрим. По 3 есть. Теперь сдвигаемся на одну. Вот так. Вот. То есть мы сдвинулись на одну. Поехали дальше. Кружочек проплету и включусь. Так, начало. Значит, теперь у нас вот на этих стойках должна быть по 3 трубочки. Так. Так. Так, и вот как раз тоже отмечено. Здесь получается ситец. Берем следующую, смотрим. Вот, по идее трубочка заходит назад, но назад нам не совсем хорошо, поэтому вот пальчиком придержать и вот так. Так, стоп, вот так вот. Вот у нас. Так. Вот. Так, еще по одной нужно будет. Так, теперь смотрим с этой стороны, что у нас. Так, смотрим. Вот у нас здесь. Сюда. Ага. И еще нам нужно будет... Так, смотрим, смотрим, смотрим. Раз, два. Ага. И вот так. Но это... Сейчас я наращу. Вот туда. Вот так. Вот. Все.
и еще по одной. Я сейчас рядочек проплету и включусь. Так, теперь у нас вперед. Значит, вот у нас идет нижняя трубочка. Мы ее заводим вот так. Вот. Ну, то есть третью делаем. И дальше ситец. Так. Раз. 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 Так. Теперь, значит, смотрим здесь. Вот у нас должна быть здесь третья. Поэтому мы возвращаемся. Вот. И вот так. Все. Здесь мы нарастим. Так. Вот у нас третья получилась. Теперь, по идее, все. Так, сейчас посмотрим, что у меня здесь. Так, теперь последняя. Так, стоп. Вот уже неправильно я сделала. Значит, сюда нарастили вот так. Сейчас сдвинемся. Вижу, уже сбой был. Так. Вот так. Все. Вот теперь все у нас правильно. Так. Так. Вот так. И вот так. Все. Вот теперь правильно. По 3, по 3. Теперь нам осталось сделать так, сейчас минуточку померяю, чтобы не переусердствовать. 15, 30. У нас было все равномерно. Еще достаточно. Значит, что мы делаем? Теперь нам нужно сделать вот на крайних здесь по 3. Так, пока сниму. Значит, берем следующий. По 3 здесь есть на предпоследних и последняя. А здесь получается у нас просто ситец. Здесь наращу. Вот так. Здесь просто вот такой у нас ситец. Так. И здесь. Вот, вылезла. Так, есть. Все. И здесь мы проплетаем, как обычно. Все, я сейчас кружочек проплету и включусь. Так, теперь вот наша нижняя. Если мы нижнюю сейчас заведем вот так, как по идее она должна быть, то она у нас идет назад. Поэтому, а если вот так, то вот это вот, ну, мне не очень нравится. Что я сделаю? Я просто поменяю местами. Вот эту, которая у нас сверху, вот сейчас, я ее под низ. Мне как раз здесь нужно сделать разворот. Так, теперь
Я ее выведу вот так. Вот. И я ее вот так сейчас выведу наперед. Вот. И здесь пошла сетка. Вот так. Так, сейчас мы здесь. Так, теперь доходим вот до нашей. Вот. Вот последняя, на которую нужно делать. И заводим. И тоже здесь будет разворот. Так, пока оставляем. Возвращаемся. И у нас какая ситуация? Нам тоже нужно сюда завести. Ну, здесь хочешь не хочешь, получится именно вот так. Здесь нужно сделать поворот, потому что здесь слишком низко. Вот так. Так. И вот так. По-другому здесь как бы такая ситуация. Вот. Можно еще попробовать по-другому. Можно точно так же, как и это, вывести сюда. Вот так. Ну, тогда внутренняя сторона будет не очень красивая. Мы можем еще сделать вот так. Вот сюда завести. Вот так. Ну, опять же таки, видите, придется делать. Придется все равно, вот хочешь, не хочешь, а придется вот делать вот так. Иначе по-другому здесь не сделать. Вот. Или же, давайте, наверное, да, по-другому, видите, здесь никак не получится, поэтому ну, можно назад. Вот так. И вот так. Вот так вот получается. Ну, конечно, внутренняя сторона будет не совсем. Сейчас покажу, что у нас получилось сбоку. Вот. Вот так. Вот у нас бок. Вот у нас эта часть. Ну, как мне кажется, более или менее адекватно, конечно, будет так, как мы изначально с вами делали. Вот так. И вот так. Потому что по-другому здесь, ну, никак. Все. Вот. И дальше мы продолжаем ситцем. Вы можете, в принципе, не заморачиваться, а просто довести вот до вот этого момента, да, до предпоследней, и все. Так. Так. Здесь 3. Здесь будет точно такая же ситуация. Сейчас я здесь развернусь, наращу. Так, вот так. Теперь делаю разворот. Мы можем и средний сделать разворот. Это не проблема. Вот так. Это будет, наверное, лучше даже. Вот так.
Даже нет, давайте так, как было, чтобы было уже симметрично собрать с той стороны. Вот мы вот так заведем. Разворот. Ну, вот сюда. Вот. Вот так. Так, теперь здесь у нас, вот, у нас получается будет симметричная сторона. Что здесь, что здесь. Тоже делаем поворот. Но здесь я выравниваю просто высоту. Вот. Этими поворотами. Так, и чего у нас тут? А, здесь же не надо. Здесь вот так. Здесь мы назад должны сделать. Вот так, назад. И вот так. Все. Так. Вот. Видите, здесь можно немножко, конечно, поиграться. Ну, и такое бывает. Так. Я все-таки к первому варианту. Вот. Вот так. Разворот. Так, сейчас я здесь вот трубочка совсем уже бедная устала. Ну и сейчас перенарастим. Вот так. Так. Поворот. Вот так. И назад. Вот. И здесь вот так. И сейчас покажу, что получилось. Так. Вот. Пока здесь вот так. Дальше это все дело подровняется. Вот. Так, поехали дальше. Сейчас кружок проплету и включусь. Так, вот наше начало. Так, значит, вот наша последняя тройка. Теперь мы в обратном порядке на увеличение идем. Значит, предпоследняя. Здесь пока обычный ситец. Так. Вот, есть. Здесь чуть подровняем, подтянем. Так. Теперь возвращаемся к этой. Вот у нас здесь должна быть вторая. Возвращаемся. Можно чуть-чуть вот так вот пальчиком прижать к стойке. Сейчас это все покажу. Так, вот, прижали к стоечке. В обратную сторону немножко сложнее. Так. Так. Нарастить. Вот. Так. Вот. Но это нижняя у нас идет наверх. Вот так. А верхняя у нас идет в эту сторону. Вот так. И здесь тоже нужно будет прижать. То есть точно так же, как с этой стороны мы делали, и так и с этой. Есть. Все. Плетем по кругу дальше. Здесь обычный ситец. Здесь прижимаем к стоечке.
Вот. И плетем дальше. Я проплету круг и включусь. Так, перехожу наперед. Вот здесь у нас должна быть третья. И здесь. Так. 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 И здесь у нас ее место. Есть. Вот у нас стало. Сейчас витком мы выровняем. Здесь сейчас наращу, чтобы сразу закинуть. Так. Дальше. Содрала. Ничего, потом подкрашу. Так. Назад. Здесь нужно повернуть. И вперед. Так. Теперь, значит, 3 есть, 3, теперь 3 на этой. Наши... Так, здесь уже плохо видно. Я возьму белгалочки, чтобы вам было удобно наблюдать. Так, значит, 3, 3. Теперь наша задача вот здесь делать, на этой стойке. И, значит, 3 есть и на этой стойке. Вот так. Поехали дальше. И нам теперь нужно сделать вот здесь. Вот здесь просто получается один ситец. Так. И все. Дальше мы плетем ситцем. Да, здесь получается только один ситец. Все, кружочек проплету, включусь, покажу, как переходим дальше. Так, снова у нас вперед. Значит, здесь одна есть. И нам теперь нужно сделать 3. Ведем первую трубочку. Так. Здесь. Так. И здесь вот так. Вот. Есть. Чуть-чуть приподнять. Вот так. Теперь третью нужно сделать. Здесь получается просто ситец. Так, одну за одну. Так. Все. Готово. По 3 есть, значит сдвигаем. Все, кружочек проплету, включусь. Так, снова у нас вперед. Теперь следующая тройка здесь должна быть. Начинаем с нижней. Ага, вот попадается сразу у нас ситец. Одну за одну. Так. Смотрим, что у нас здесь. Ну, у нас просто идет ситец обычный, без всяких. Есть. И здесь сюда, там наращиваем. Следующая. Так. Теперь нам нужно, чтобы здесь было 2. Заводим. Так. Здесь отправляем. И сейчас мы здесь наращиваем. Вот. Здесь хватает. И вот так.
Осталось еще по одному. Здесь просто ситец. Все. Я сейчас проплетаю еще рядочек и возвращаюсь снова сюда. Так. Теперь нам осталось вот по одной. И здесь пока ситец одну за одну. Так. Здесь просто ситец. Вот так. Так. Теперь все, по 3 есть. Сдвигаемся. Так. Ой, прошу прощения. Вот. Теперь нам нужно здесь тройку. И вот так. Ну, здесь тоже попадается просто ситец. Обычный. Вот так. Вот так. И вот так. То есть этот ряд у нас простой. Все. Теперь нам нужно еще по 2 сделать. Я круг проплету, снова вернусь на лицо и кручусь. Так, снова у нас вперед. Теперь не хватает здесь 2. Начинаем с нижней. Так, первая готова. Так, есть. И здесь вырастить. Вот так вот. Просто ситец есть. Следующую ведем. И сразу смотрим. Вот сюда 3-я. Ну, как раз здесь просто одна за одну будет трубочка идти. Так. Вот. Все. И здесь обычный ситец есть. Все. И осталось нам сделать 3. Вот здесь 2. Вот так. И последняя будет вот здесь. Есть. Так, ну что, проплетаю ряд и снова встречаемся на лице. Так, снова у нас начало. Значит, у нас здесь должны быть. Ведем сначала одну трубочку. Сейчас я возвращу. Так, значит, вот у нас вот здесь будет простой ситец. Так. Вот так. Есть. Теперь ведем эту трубочку и смотрим. Здесь должно быть. Так. Угу. Теперь нужно сейчас наращу и заводить не за одну, а за 2. Так. Вот. И за 2. Вот так. Все. Так. Пери. Вот так. О. Теперь правильно. Все. Дальше ситец. Вот у нас осталось еще по одной.
здесь, здесь и здесь 3. Все, я сейчас круг проплетаю и возвращаюсь. Так, снова вперед. Значит, там осталось по одному и здесь 3. Здесь ситец. Так. Вот так. Вот. Теперь все. Здесь у нас готово. Осталось у нас центр. Вот здесь. И теперь, значит, здесь. Ага. И все. Вот у нас ситец и готово. Все. Осталось сделать еще 2 здесь. И наш ромб, он готов. Так, ну что, возвращаемся снова, когда я буду здесь уже с лицевой стороны. Так, снова у нас вперед. Значит, вот центр осталось нам сделать 3 наших 3 тройной ситец, я так сказала бы. Так. Все. Вот так. Вот наш ромб готов. Ну что, в принципе и все. Останется нам проплести один ряд веревочкой из 2. Ой, не веревочка из 2, ситец. Один ряд, как мы здесь плели. И переходить на веревочку из 3. Я сейчас проплету и включусь. Так, проплела я рядочек. Теперь повторяем вот этот рисунок, который у нас был. То есть веревочка из 3, нужное количество ситца и 2 веревочки из 3. Подставляем нашу стоечку. Вот так. Давайте здесь спереди легче будет. Так. Вот. И вот так вот начнем проплетать. Я кружочек проплету сейчас и включусь. Так, проплела я веревочку из 3. И теперь обычным ситцем, ну, приблизительно вот так вот проплету. А тут еще будет веревочка из 3. Так, ну и параллельно, естественно, нужно будет нарастить наши стоечки. Вот, это мы убираем. Так, ну я проплету уже до конца практически, то есть и покажу, как уже заработать вот с вот этим вот, с нашим верхом, то есть вот этой вот частью. Вот. Ну, естественно, что параллельно буду еще включаться, показывать, то есть проплету ситцем, потом веревочка из 3, то есть несколько рядов, и вот здесь вот будем заканчивать, также делать обмотку, как и здесь. Но тут чуть-чуть по-другому. Все, я проплету и включусь. Так, проплела вот количество, даже не знаю сколько, в общем, проплетено. И нарастила трубочки, те, что нам не хватало, да. И срезаю теперь вот ненужные хвостики. Какая здесь ситуация? Если вот присмотреться, да, то вот есть изгиб. То есть вот они начинают выгибаться. Почему? Потому что трубочки чуть-чуть глубже стоят. Поэтому тут начинается самый такой вот неприятный и такой вот какой-то капризный момент. Нам вот эти трубочки нужно теперь вовнутрь поставить. Как буду делать? Значит, вот я срезала, ну как бы не выше. Ну вот можно даже где-то посерединке взять. И теперь нам нужно сделать оплетку верхней части. То есть как поступаю? Я вот срезаю, да, и вот на изгиб вот так вот делаю вот как
такие вот, как раскоряки, я бы как сказала. Вот так вот. То есть, ну, лучше, конечно, взять, наверное, отвертку, да, и вот так вот это все дело, то есть подогнуть вовнутрь. Вот. Вот загнуть. И вот вовнутрь, вот так. Можно либо все в одну сторону загнуть, либо вот так вот разные стороны их, либо все обе вот так вот загибать. Ну, мне так не очень нравится, поэтому я делаю вот такие, как лапки. Вот. И, конечно, оплетать будет намного теперь сложнее, потому что придется вот туда-сюда, да, продевать. Но по-другому здесь никак. Вот. И вот так вот изгибаем. Вот. Но, помимо этого, мы будем оплетать вот так, да. То есть, ну, у нас же здесь есть еще вот этот вот угол. Его тоже нужно как-то скрыть. Мы будем скрывать вот эту часть, так как и вот снизу. Вот как вот здесь вот. Вот. Но у нас останется еще вот этот вот пиптик. Сейчас что мы сделаем? Сейчас я здесь наложу вот как бы, ну, будем так говорить, хвостики такие. Вот сейчас все покажу. Так, как поступаю? Значит, беру сначала вот на вот эту сторону, да. То есть нам нужно будет закрывать угол. Отмеряем столько кусочков, сколько вам, то есть, нужно будет. Делаю чуть-чуть ниже, чтобы при плетении потом закрыть все вот эти вот наши, вот эти хвостики. Так. Так. И сейчас еще один кусочек. Он у нас вот сюда. Вот так. Вот. Все. Здесь готово. Можно прикрепить это все сейчас степлером. Здесь, в принципе, можно не крепить, потому что здесь мы будем оплетать. И само плетение, то есть прихватит вот эти вот наши хвостики. Теперь вот так. Теперь на эту сторону нужно укладывать. То есть мы таким образом закрываем наш угол. Так. Тоже чуть-чуть ниже, чем сама рамка. И еще одну здесь не хватает чуть-чуть. Вот так. Все. Здесь тоже можно не прикреплять ее. При плетении у нас вот так вот станет уголок. Все. По верху здесь, если у вас есть, прошу прощения, камера дергается, потому что на столе стоит, поэтому чуть-чуть неудобно. И сейчас мы это дело я прикреплю степлером. Если у вас есть степлер, вообще просто прекрасно. Если нет, конечно, придется немножко поиграться. Есть еще одну. Опа, все. И вот при плетении я вот эти вот хвостики потом закреплю. Вот так. При обмотке. Можно клеем прихватить, ну, как бы это вы уже на свое усмотрение. Все, теперь мы делаем вот так вот по всем 4 углам. И я покажу, как мы будем делать саму обмотку уже вот этой вот части. То есть, как я говорила, вот здесь вот нужно будет вот это вот все заплетать. Вот. Сейчас я сделаю и включусь. Так, сделала я. И теперь мы вот так вот будем загибать наши вот эти вот стоечки. Можно даже их вот так загнуть и чуть-чуть приплюснуть. Вот так.
Вот. Ровненько стараться выставлять стойки. Вот. И как обычно мы вот проплетали, да, наверное, лучше вот так будет. И начинаем проплетать, при этом сейчас мы выровняем все вот так. И вот так по кругу, захватывая хвостики, мы будем проплетать. Сюда вот сдвину. Так, точно так же здесь между стойками мы пропускаем трубочку. Вот так. Вот. И по кругу мы оплетаем вот все, как и снизу. Я сейчас проплету, ну, естественно, включусь, покажу, что получилось. Ну что, вот такой вот короб у меня получился. Вот. Не хватает пока здесь дна. И сделать на ножке, прикрепить. Ну и здесь, естественно, обмотать. Это уже такое второстепенное. Значит, теперь покажу дно. Дно у меня простое. Из ДВП, покрашенное. То есть обработанная, она уже готова. И теперь я вот вовнутрь, вот туда, вот буду вставлять нашу, вот эту, наше дно. Сядет оно плотненько, поэтому, в принципе, чтобы какие-то крепления там не нужны. То есть я делала замеры рулеткой. И сейчас это поставлю. Видите, насколько плотно садится туда наше дно, что приходится с усилием его туда вставлять. Вот. Наконец-таки поставила. И плотненько вот сюда надо его ставить. Сейчас я это все дело сделаю. Вот так. Сейчас поставлю и покажу. Потому что на камеру все равно тяжело показать, потому что нужно хорошо туда его вставить. А нет. Ой, прошу прощения, что дергается камера, потому что на столе стоит. И не совсем как бы удобно. Так, все. Вот наше дно стало на место. Все, оно плотненько сидит. И вот с этой стороны. Можно, в принципе, для уверенности, если вы так боитесь, что оно изнутри может у вас выпасть, можно его привинтить шурупами. Там есть на что крепить, это не проблема. Все. Вот такое вот у нас дно готово. Ну что, осталось у нас крышечку сделать. Сейчас я подготовлю и покажу, как плетем дальше крышку. Приступаем к нашей крышке. Значит, вырезала тоже ДВП, покрасила его. И теперь я хочу его оплетать. Значит, сам вообще короб у нас идет вот таким вот образом. То есть, по идее, можно было плести вот так. Можно, но мне не очень нравится вот этот вот момент здесь, то есть с лицевой стороны. Поэтому я его переношу вот сюда. Что это за момент, покажу сейчас. Значит, я беру трубочки. Наращиваю тупыми концами. Так, делаю клей. Где-то уже потеряла. Так. Есть. Ну, вот приблизительно вот так. Вот. Делаю загиб. Вот сюда. И прикреплю сейчас так прищепочкой. То есть это будет как-то, в общем, вот так. То есть крыть
наш бок. Можете его проклеить. Я проклеивать не буду. И будет он здесь вот так. Это пока. Далее. Берем еще трубочки наши. Так, сейчас возьму. Вот. Также наращиваю тупыми концами. Можете и срезать, то есть как вам удобно. Так, и сейчас мы делаем вот так. Перегибаю вот там, где у нас изгиб. Так, снова. Да, давайте, кстати, мы еще сразу посмотрим наше расстояние. У нас здесь так, практически 20 сантиметров. Можно через 2,5 сантиметра делать расстояние между стойками. Вот. То есть у нас вот 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5. Есть. Так, теперь дальше нарастим следующее. Здесь первые ряды будут очень неудобны. Так. Неудобно из-за чего? Из-за того, что нам сейчас придется немножко играться с трубочками. То есть подставлять наши трубочки. Каким образом подставлять трубочки? Вот мы перегибаем. И вот таким вот образом мы будем подставлять. Вот так. То есть одну вот мы перегнули, где изгиб, да? И одну под низ, другую наверх. Так, и вот так вот мы будем подставлять. Вот. Есть. Мы сейчас сделаем вот чуть-чуть по-другому. Здесь я сейчас отпущу и прикреплю здесь, чтобы просто не ерзали. Так, следующее. 2 снова беру. Но теперь мы можем либо поверх все сейчас, либо сделать как в ситец. Одна вверх, другая вниз. Ну, я сделаю как в ситец. Вот так вот сюда заведу. Вот так. То есть вот эта вот наша трубочка, которую мы огибали, вот нашу крышку, мы ее подставим. Вот так. Хотя, в принципе, лучше, наверное, будет, если мы все вот так вот сделаем, да? Давайте, наверное, все вот так вот мы и сделаем. Оно, наверное, будет так интереснее смотреться. В принципе, можно и так, как я показала. Ну, вот. И сразу ставим на меточку. Так. Вот так. Дальше. То есть мы вот сейчас выставляем по нашим меткам. Я сейчас подставлю, включусь и покажу, как оплетаем дальше. Так, подставила. Теперь, значит, рядочка, наверное, 4-5 я проплету обычной веревочкой из 2. То есть я вот снизу подставляю вот так. При этом тоже нужно смотреть по нашим меткам. Ну и здесь, конечно, будет, можно вообще расчертить до верха нашу заготовку. И вот так вот мы сейчас будем оплетать.
Будет чуть неудобно, я говорю, первые ряды. Ну ничего. Хорошо сразу все подтягивать. Так, смотрим, где наша. Есть. Так, теперь, значит, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем либо оплетать вот эту вот, которую подставляли, либо просто переворачивать вот так вот, да, и начинать плести теперь с этой стороны, вот так. Вот так. Здесь, кстати, тоже нужно разметить, где у нас какая, ну, расстояние между стойками, чтобы было просто одинаково. Сейчас я здесь наращу. Вот так вот у нас получается. Теперь переворачиваем на эту сторону. Так. Так, стоп. Чуть-чуть не так. Не ту завела. Вот это. Вот. Стоп. Я уже тут накрутила. Чуть сдвинуть сюда. Так. Назад. Вот так правильно. Сюда. Вот. И все наши рядки я буду закрывать. Вот так. И так можно проплести где-то рядочков. Ну, давайте рядочка 4 мы проплетем. Я проплету сейчас и включусь, покажу, как плету дальше. Так, вот я проплела 4 рядочка. Этого достаточно. Кстати, по поводу крышки. Вы можете, кто-то может сказать, ой, зачем так заморачиваться? Я скажу так, на крышке будут сидеть. Поэтому для жесткости я в середину добавила этот ДВП. И плюс еще каркас самого короба будет удерживать. Можно, в принципе, сделать каркас и с самой крышку, да. Но как бы я посчитала, что я уже не буду слишком нагружать короб. Почему? Потому что он и так получился из-за каркаса, ну, такой мощненький. Вот, поэтому как бы я вот в крышку вставляю еще ДВП. Так, что касается рисунка. Рисунок можно здесь еще сделать, но я делать не буду. Не хочу, опять же таки, лишний раз нагружать. Кстати, отмечу сразу себе первую стоечку. Не хочу лишний раз нагружать рисунками всякими. Я просто проплету ситец. И когда у меня до верха останется, сколько тут, сантиметра 2, вот тут вот, я снова проплету веревочку из 2, и все, крышка будет, в принципе, готова. Ну, я проплету сейчас, да, обычным ситцем, и все. Но при этом советую, конечно, вот здесь вот эту трубочку захватывать и вот так вот проплетать. Тогда не так слишком большие будут расстояния между стойками. Вот так. Я имею в виду вот здесь, на краю. И вот так вот мы просто по кругу плетем. Все. Я проплету, включусь и покажу, что у меня получилось. Все, дальше просто ситец. Так, ну вот такая вот штука у меня получилась. Теперь, вот у меня здесь осталось 2 сантиметра. Мы повторяем вот этот вот узор. То есть веревочку из 2 трубочек прямую. И вот так вот мы сейчас по кругу оплетем наши
4 ряда, так как и в начале у нас было. И потом будем все это дело закрывать. Я сейчас проплету, включусь и покажу, как дальше. Так, проплела, закрыла. И теперь мне нужно сделать вот точно вот такую же штучку и с этой стороны. То есть определяем, где у нас будет лицо, то есть верхняя часть, где у нас будет нижняя часть. Вот у меня нижняя, вот лицо, вот. Так, теперь что мы делаем? Вот у нас есть трубочки, да. Вот трубочки, которые с изнанки, да, то есть внутренняя часть. Я их вот так вот под корень обрезаю. Вот так. Вот эту трубочку, вот, да, мы можем сделать как? Мы можем, так как у нас тут два конца, либо обрезаем один конец, вставляем, и тогда мы будем наши трубочки подгонять. Вот так. Видите, у меня смещение пошло. Опять же таки, это не проблема. Мы можем и закрасить это все дело. Вот, ну, можем сделать вот так. С этой стороны, да, и с этой стороны вот так вот. Вот. Можем их вот так вот оставить. Ну, можем сделать, обрезать и вот так вот место стыка трубочек. Мы сейчас так и сделаем, наверное, да? Сделаем вот так. Вот так. И вот эти вот трубочки, которые у нас, вот эти две, они накроют. Вот. А эти, будем так говорить, хвостики, это не проблема. Тем более они снизу. А во-вторых, можно их просто, прошу прощения, красящим составом, которым мы красили трубочки, можно их заделать. Вот. И вот так вот мы делаем со всеми нашими трубочками. Вот так. Вот. Нужно клей взять, на клей надежнее садить. Вот так пару капель туда капнем для надежности. Вот так вот мы спрячем. Вот. И так мы делаем сейчас по всей длине. Я сейчас сделаю и включусь. Ну, вот так вот такая крышка у меня получилась. Ну что, сейчас соберу и покажу уже, что в итоге у меня получилось. Так, ну вот что у меня получилось. Значит, вот такие ножки, крышка, вот, и покажу заднюю часть, вот. И один единственный совет, если вы будете плести. Здесь мы ставили одну трубочку, оставьте 3. Одна, вторая и по бокам. То есть одна, с одной стороны вторая и с другой стороны третья. Тогда вот эта вот часть у вас будет чуть-чуть толще. Вот. Ну, в принципе, меня устраивает такой вариант. Вот. Вот такой вот короб у нас получился.